Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, всем желаю хорошего дня. Устраивайтесь поудобнее. Пересылайте это видео друзьям, знакомым по социальным мессенджерам. Нажимайте кнопочку «Поделиться», пересылайте это видео по электронной почте. Сегодня это видео посмотрит кто-то из ваших друзей и знакомых, и это есть очень хорошая идея. Завтра вы можете обсудить просмотренное видео и сказать, насколько это видео было для вас интересным, полезным. Обязательно пишите об этом в комментариях к этому видео. Расскажите о своей истории успеха. Тема сегодняшнего видео – почему женщина забывает смотреть список задач. Часто задаваемый вопрос, который можно увидеть на просторах интернета. Запланировали себе список задач на день, неделю или запланировали что-то на целый год, потом забываем про этот список, никогда к нему не возвращаемся, испытываем очень дикое ощущение того, что мы находимся в состоянии человека, который что-то планирует, что-то говорит, но мало делаем. Давайте разбираться в этом вопросе. Как выглядит список задач у женщины? Давайте попробуем представить. Итак, список задач у женщины: прочитать «Войну и мир», сшить платье, заработать миллион. Женщины, они умеют планировать и грандиозные дела. Заработать миллион, он может стоять равным по значимости, как сшить платье, прочитать «Войну и мир» еще раз, 6-й раз, или попробовать осилить 10 страниц. Первое, самое главное, почему мы не смотрим список задач, потому что мы их неправильно формулируем. Давайте попробуем то, что я сказал, сформулировать другим образом и поставить дедлайны или сроки окончания. Тогда ваши задачи уже будут выглядеть немного по-другому. Итак, старый список задач: прочитать «Войну и мир», сшить платье, заработать миллион. Используя теорию колеса жизненного баланса LongSwim, где отражено 8 сфер, попробуем переформировать самый главный элемент любой задачи – это монетизация, то есть заработать миллион совместно с единомышленниками. Классная переформировка вашей задачи, но это дает еще большее вдохновение, потому что вы зарабатываете целый миллион, вам в этом помогают единомышленники, задача уже звучит полегче, вам не обязательно делиться этим миллионом с друзьями. Это единомышленники, которые решили вам помочь. Хорошо, если это миллионеры, миллиардеры, которые могут вас погрузить в мир практического зарабатывания миллиона. Ваша задача сформулировать, на какой теме или в какой категории вы хотите заработать миллион, и ответить себе на вопрос, будет ли заработанный миллион вашей единоразовой задачи. Я всегда рекомендую тему, связанную с монетизацией, делать периодически. То есть зарабатываем 1 миллион вместе с единомышленниками каждый год, или зарабатываем 1 миллион вместе с единомышленниками каждое полугодие. Переходим к следующей задаче: сшить платье. Пробуем для себя сформулировать, под какое событие мы хотим это сделать, и давайте затронем самый эмоциональный аспект: шить платье, которое никого нет, шить платье для посещения Каннского фестиваля. Вроде бы как бы одна и та же задача, платье. Ну, здесь мы рассмотрели разные случаи. Каннский фестиваль. Нам нужно проделать предварительную работу, посмотреть, что было надето на женщинах в предыдущие годы, 2-3 года назад, посмотреть свои билеты, в каком ряду вы будете смотреть, и посмотреть номинацию. Будете ли вы участвовать в номинации, или вы просто участвуете в Каннском фестивале как гость. Платье должно отвечать двум характеристикам. Оно должно выглядеть идеально, оно должно быть только у вас, и оно должно быть для вас удобным. Следующая задача, мы ее переформулируем.
прочитать «Войну и мир», и самое сложное, что здесь нужно решить, то есть ответить на вопросы, с чего начать, ставим задачу на январь месяц или на первый месяц прочитать первые 10 страниц «Войны и мира» в бумажном экземпляре. Если у вас нет бумажного экземпляра, пожалуйста, пройдите в ближайший книжный магазин или зайдите в интернет-магазин, купите бумажную книгу. Тем, кто любит читать электронные книги, задача очень простая: скачать эту книгу или купить в электронном варианте. И мы решили первый вопрос, с чего начать. Это самый сложный шаг, то есть мы определили, что 10 страниц «Войны и мира» мы прочитаем в первом месяце. Это дает нам возможность понять, что задача выполнимая, это дает нам возможность понять, что любую сложную задачу мы можем декомпозировать, то есть разделить на какие-то легко выполнимые для вас части. В том случае, если вы читаете книги регулярно, прочитать «Войну и мир» задача может звучать следующим образом: прочитать «Войну и мир» и что-то из прочитанного внедрить в свою практическую жизнь, то есть попытаться посмотреть на события, которые происходили давно, с точки зрения сегодняшних реалий. И опять возвращаемся к теме прочитать книгу «Войну и мир», чего можно достичь, то есть какое мы впечатление получим от того, что мы прочитаем «Войну и мир». Книги, они дают нам самое главное ощущение, они помогают нам структурировать все события, весь наш предыдущий текущий опыт, потому что сам процесс написания книги – это структурирование событий масштабных, как война 1812 года с большим количеством персонажей уместилась в одну книгу. После того, как вы прочитаете любую книгу, не обязательно такую сложную, как «Война и мир», в вашей голове все ваши впечатления, эмоциональные, практические события, они укладываются в какую-то для вас очень удобную последовательность. Как говорят программисты, для нас поиск уже облегчается, потому что мы знаем, как мы уже будем воспринимать свой предыдущий опыт, какие уроки мы из него извлекли, хотим мы положительные моменты повторить или те элементы, которые нас расстроили или в которые мы не хотим попадать, мы уже знаем, как этого осознанно избегать, как на этапе планирования, как и на этапе ситуации, когда мы в эту ситуацию еще раз попали. Допустим, мы попали под дождь. Первая наша задача не расстраиваться, вторая задача сделать из этого какие-то положительные эмоции. Переформулируем задачу, как прочитать «Войну и мир» с точки зрения найти единомышленников. То есть как найти единомышленников? У нас есть два вопроса: где искать этих единомышленников? То есть мы ищем единомышленников, которые тоже прочитали эту книгу, или мы ищем единомышленников, которые не прочитали эту книгу, делимся впечатлениями, зажигаем у них интерес к чтению книг, не только к произведению «Война и мир». И таким образом мы чуть-чуть вступаем на путь наставничества, когда мы в состоянии 8-10, а человека смотивировать легче всего, когда вы находитесь в состоянии 8-10. Один из способов побыть или подняться до состояния 8-10 – это побыть наставником, то есть кого-то смотивировать. Следующий момент, как найти единомышленников, когда искать. Добавляем к нашей формулировке задачи прочитать книгу «Война и мир». Найти единомышленников, когда мы еще не прочитали книгу «Война и мир», читать книгу вместе с теми и обмениваться регулярно впечатлениями, кто тоже находится в вашем состоянии, только начал читать книгу «Война и мир». Когда вы прочитали уже книгу «Война и мир», можно уже делиться впечатлениями с теми людьми, которые уже имеют какое-то впечатление о «Войне и мир», только вам нравятся одни эпизоды, другим нравятся другие эпизоды, но вы находитесь в общей реальности, и у вас есть большая вероятность того, чтобы
находиться в одном состоянии, желательно положительном состоянии. Любое действие, которое вы делаете при выполнении задачи, это состояние близкое к состоянию 4-8, и отвечая на вопрос, почему женщина забывает смотреть список задач. Это состояние 0,4, когда мы перегружены внешними задачами. Это чаще всего задачи из сферы друзья и окружения. Могут быть задачи в сфере семьи, отношения, в зависимости от того, в какой стадии отношений вы находитесь. Когда вы возвращаетесь к списку своих дел и пытаетесь погрузиться именно в процесс, вот это состояние забывчивости у вас потихонечку проходит. Есть еще один лайфхак, который может порекомендовать колесо жизненного баланса. Это делать регулярные обзоры задач за неделю и за день. Задаем соответствующий вопрос: а зачем делать обзор задач за неделю и за день? Что мы получаем? Давайте разбираться. Делаем мы обзор задач за день, мы отвечаем себе на один простой вопрос: является эта задача актуальной? Можно ли эту задачу перенести на следующий период? Обязательно ли эту задачу делать одной? Ответ на эти вопросы позволит вам с большим энтузиазмом вернуться к решению задачи. Если вы знаете, что эту задачу можно делать не одной, скорее всего, вы найдете того человека, с кем эту задачу сделать веселее, легче, или кому эту задачу можно делегировать. Таким образом, большая часть задачи, а по некоторым данным до 50% задач можно сделать, используя этот лайфхак. Зачем нужно делать обзор задач за неделю? В предыдущих видео, ссылку на это видео дадим в описании к этому видео. В колесе жизненного баланса Long Swim планирование следующей недели для женщин очень рекомендуется начать с планирования выходных дней именно субботу и воскресенье. Этим мы добиваемся решения двух задач. Для женщины важно режим работы. Работаем, отдыхаем, работаем, отдыхаем. Когда спланирована суббота, воскресенье, то есть выделено, чем мы будем заниматься, как мы будем отдыхать, у женщины тогда наступает очень хорошая мотивация, что вне зависимости от того, сколько задач будет сделано на неделю, понятно, что за субботу и воскресенье полностью восстановятся силы. Даже если неделя будет напряженной, суббота-воскресенье дает возможность перезагрузиться, восстановиться. Как подвести итог дня и не мучиться бессонницей? Вот это вот следующий аспект, который хотел бы раскрыть в этом видео. В конце рабочего дня мы подводим итоги, очень сильно устали и задаемся себе вопросом, почему день не пошел по тому плану, как это было утром. Отвечая на этот вопрос, не стоит расстраиваться. День прошел, как вы запланированы, просто вы за этот день успели из ваших поставленных 3-5 задач сделать одну или две, или вы запланировали просто 10 и более задач, которые можно было решить за этот день, сделали 2 задачи. Это всего лишь вы с такой эффективностью завершили день. У вас сейчас главная задача не мучиться от того, как прошел этот день, то есть находиться в стадии поработали, отдыхали, потому что если мы посмотрим на список задач, часть дел мы можем перенести на завтра, послезавтра, оно не требует такой срочности, часть задач можно перенести на следующую неделю, и вот это вот возвращение к анализу задач за день дает вам возможность еще раз подтвердить актуальность этой задачи, подтвердить целесообразность, стоит ли ее делать именно вам или стоит делегироваться. Иногда самый простой ответ на данную задачу — отказаться от решения данной задачи в силу нескольких причин. Это может быть отсутствие опыта, это не актуальная задача, либо эту задачу можно решить в следующем году. Как подвести итоги дня? Итоги дня мы проводим в еженедельнике, ежедневнике, в любом блокноте, делимся своими эмоциональными переживаниями.
когда у нас нерешенная задача связана с какими-то эмоциями, я немного расстроилась, я ожидала другой результат, я хотела по-другому, расписали, как вы хотели по-другому, вы понимаете, что с нерешенной или невыполненной задачей сопряжен перечень эмоций, там 8 пунктов, 10 пунктов, 15 пунктов, вы не накручиваете себя, уже не страдаете бессонницей, понимаете, что впереди на следующий день у вас есть другие задачи, эти задачи требуют вашего эмоционального состояния, требуют вашей профессиональной подготовки, не стоит расстраиваться, когда вы будете подводить итоги текущего уходящего года, вы заметили, что не так был плох этот год, очень многое вы успели, в чем-то получили первоначальный опыт. На любую прошедшую задачу, на любую прошедшую неделю нужно смотреть с точки зрения того, как это было для вас полезно, как это было для вас интересно. Ищем в любом прожитом дне положительные эмоции, потому что колесо жизненного баланса – это больше про ваше состояние. Когда вы неопытные, когда вы не продвинутый пользователь колеса жизненного баланса, вы погружаетесь в состояние 0.4, забываете про список ваших задач. Когда вы практикуете колесо жизненного баланса, вы к этому же списку задач, который не изменился, можете посмотреть заполненный свой дневник, еженедельник, у вас изменилось отношение к невыполненным задачам и изменилось отношение к выполненным задачам. К выполненным задачам вы подходите как к источнику вашего опыта, источнику вашего положительного эмоционального переживания. Даже если вы находитесь в состоянии 4-8 и забываете посмотреть на список дел, вы более половины запланированных дел уже успеваете. Когда вы находитесь в состоянии 4-8, можете уже прогнозировать, что из поставленных задач процент выполненных задач будет 30, 40, 50 или 60%. Потому что вы сконцентрировались на решении этих задач, знаете, что эту задачу можно решить не с первой попытки, со второй. Таким образом, для вас вот это вот состояние, когда вы забыли посмотреть список задач, является уже пройденным этапом. Все, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, пересылайте это видео друзьям и знакомым. Я в вас верю, у вас все получится. Всем желаю хорошего дня.